Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В прошлом видео рассказывал, как правильно точить фрезы культиватора. Но многие подписчики писали, что я не показал, как он работает после заточки фрез. Ну вот я выполняю это желание и покажу, как работает культиватор с заточенными фрезами. Вот у нас есть такой огород. Он еще не спахан. Тепличку я уже спахал. Земля, в принципе, уже подсохла, но еще слегка влажная. Ну, примерно средний вариант. Не очень мягкая, не очень твердая. Осенью я не пахал, поэтому попробуем спахать. Наши помощники попробуем спахать весной. Я одену камеру и буду снимать, показывать, как идет работа. Здесь наглядно видно, что бугры, которые остались с прошлого года, хорошо снимаются с помощью культиватора. Мусор и всякий бурьян продолжают наматываться на ножах, потому что они уже немножечко вступились, но не до того состояния, когда они были заводскими. В принципе, вот такая скорость. До того, как я их поточил, скорость была в 2 раза меньше. Не 2 раза, может быть, на 1/3. Так что сейчас продолжим дальше работу. Когда я иду за культиватором, одной ногой ступаю на непаханную землю, другой же ногой на полосу, которую оставляет после себя сошник. Вот он сейчас выставил на самую большую глубину. Для того, культиватора. Чтобы можно было глубже спахать огород и хорошо работало. Не так, что сплошной полосой, а ступая примерно через метр, чтобы меньше потом было волочить и убирать мои следы. Есть культиваторы, которые руль поворачивается в сторону, то есть можно идти сбоку и культивировать огород. И после этого не надо будет волочить. Но у нас он полностью упругий, жестко стоит и регулируется только вверх-вниз. Нет поворота влево и вправо. Сейчас немножко пройдусь, попробуем пропахать. В культиваторе есть 2 скорости, передняя и 1 задняя. Первая скорость передняя применяется в случае, если мы будем делать канавы для посадки картошки, чтобы он сильно не гнал. А вторая скорость для вспашки. Ну, задняя же, как обычно. Я при вспашке пользуюсь 2-й скоростью, потому что она наиболее подходящая для нашего режима. И больше оборотов дает при меньшем расходе бензина. Сейчас вот я покажу, как будет работать 1-я скорость и 2-я. Сейчас включаю 1-ю скорость и при том же газе 2-ю включу.
И включу вторую скорость при таком же разе. Мы видим, что скорость первая и вторая намного отличается, и вторая скорость в 2 раза примерно быстрее, чем первая. Поэтому для спашки подходит именно вторая скорость. Сзади остается вот такая борозда по центру. В принципе, в случае необходимости можно ее всегда заграбить граблями или оставить в таком положении, в зависимости от того, как кому нравится. Земля рыхлая и мягкая, как после обработки лопатой и граблями после этого. Сейчас еще земля мокроватая, можно было чуть-чуть подождать с пашкой земли, но у нас очень быстро наступает засуха, поэтому приходится пахать пораньше, чтобы оставить больше влаги в земле. И в дальнейшем посадить сюда картошку и прочие овощи, фрукты. Я пашу на глубину примерно 20-25 сантиметров. Можно, конечно, и меньше сантиметров, на 15, тогда будет быстрее скорость. Но так как я стараюсь на толщину лопаты все дело пропахать, поэтому здесь спешка не нужна. Так что вот такая система. Можно, конечно, если будет очень рыхлая земля после вспашки трактором, эти ножи поставить другой стороной. Очень часто я как-то работал на земле, которая была вспахана с осени трактором. Он просто зарывается и не хочет ехать вперед, приходится его толкать. В этом случае мне даже приходилось переворачивать ножи другой стороной, менять местами: правый ставился налево, левый направо. И после этого спахивался огород. Было, конечно, много легче. И видно даже, что чуть-чуть они здесь подточились от того, что терлись об землю. То есть они еще слегка самозатачивающиеся. Если, конечно, целина, немножечко массы не хватает у него, приходится медленнее работать, больше сошник утапливать землю. И я в дальнейшем планирую чем-то его еще утяжелить. Видел в интернете у одного товарища, здесь вместо колеса ставятся диски из-под гантель или из-под штанги. И оно намного утяжеляет вперед. Остается только вопрос в том, не перетягивает ли оно вперед центр тяжести, как он работает. Ну, это я уже экспериментально проверю, посмотрю и попытаюсь сделать. Вот так работает наш культиватор Aleo Mac. Я в прошлом видео показывал его видеообзор, как его собрать, как его протестировать. В следующем видео расскажу, как заменить масло в редукторе и в картере двигателя. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Всем буду рад. Всем пока.